Мы пробыли на Бали месяц. И проехали все на байке. Но обо всем по порядку. Доброе утро, мы на Бали, и сегодня у нас прокачка Чангу. Фух, это жарко, дороги сумасшедшие. Мы сейчас приехали в Нук. Да. Сильно и очень вкусно позавтракать. Индонезия – это совокупность островов, но самым популярным и самым безопасным является остров Бали. Очень классное место в таком балийском именно стиле. Все зеленое, интерьер весь деревянный. И выглядит вообще прям супер челово. 90% населения Индонезии исповедует мусульманство, но 80% балийцев исповедуют индуизм. Сейчас мы приехали на Мегада-Бич, это рядом с Ла-Бриза. И песок здесь черный, прям черный-черный. Ла-Бриза выглядит реально как какой-то небольшой райский уголок на этом черном большом пляже. А дальше встретились с моим приятелем Джо, чуть-чуть побеседовали, поворковали, деловые вопросы и все дела. На самом деле солнце уже село, мы не успели, потому что сюда нужно брать этот аналог. Нужно сюда брать только кэш. А у нас была карта. Поехали в ближайший ATM. Карту не принимали, потому что виза принимается MasterCard в основном. Но в итоге разменяли все. Но солнце уже село. Но все равно вид стоящий. А это реально вулкан? Этот мужик стоял там еще полчаса, так что, девушки, не мучайте своих парней. Сейчас идем покушать невероятную рыбку. Лучше которой я пробовал только в Октау. И мы идем пешком, потому что попки уже устали после байка. Это мы сняли квартиру на Бали. По-другому. Это Саша настоял сюда прийти, тут творится какой-то разврат. Я не хотел. Вообще, мы вышли на пляж. Но когда ты долго катаешься на байке, кайфово просто выйти, прогуляться, почувствовать ритм именно пешеходов, поближе рассмотреть какие-то места. Чангу – это очень движовое место. Там постоянно пробки, но при этом всем там самые лучшие рестораны. Если снимать квартиру и находиться в кипише, то точно Чангу.
Ну, в общем, после того, как мы походили по Чангу чуть-чуть, было очень жарко, мы как раз были в купальниках, мы подумали, а зачем нам ехать на какой-то ближайший пляж, если можно поехать на Балиан-Бич, который нам советовали. Ну, в общем, вот что из этого вышло. На пути на Балиан-Бич сделали небольшую остановку в таком живописном месте. На дорогах практически никого нет, только мы вдвоем, и вот... Что за вид, а? Это Балиан-Бич, и он очень-очень далеко от города Чангу. Если мы сегодня поздно будем отсюда уходить, я думаю, нужно будет здесь снимать номер в отеле. Я всегда задавался вопросом, каково находиться в таких местах. Каково это находиться среди такой растительности, таких скал. Каково это быть, как на фотографиях в Инстаграме. И на самом деле это волшебно. Это ощущение, как будто ты попал в сказку какую-то. Это потрясающе. Я думаю, каждому нужно побывать в таких местах, посмотреть на вот такие вот вещи. И, не знаю, маленький ребенок в душе будет говорить: блин, а в сказке оказывается так хорошо. В общем, прокатались мы целый день, было супер здорово, но из-за того, что выехали поздно, еще на Чонгу остановились, в итоге сейчас очень поздно, чтобы возвращаться домой, потому что ехать 2 часа целых 2 часа. Дороги темные, непонятно какие кочки могут появиться, ну, так что лучше не рисковать. И сняли такой отель за 8 тысяч тенге. Кстати, вот этих друзей вы будете встречать на Бали постоянно. В общем, каменистая часть Балиан-Бич вообще не стоит того. Это очень опасно, во-первых, и там реально там не стоит плавать. Там можно только серфить, потому что волны тебя тащат по камням, тебя затаскивают в волну и просто прокатывают по ним. На пути обратно мы встретили такое прекрасное заведение. Это локальный фастфуд Гакон. Сейчас едем на виллу праздновать день рождения на машине, потому что вещей у нас много. Пользуемся приложением Grab. Спасибо. Блин, насколько потрясающе здесь. Очень-очень красиво. Чисто балийский стиль. Конечно, из-за того, что начали строить виллу по соседству, там рабочие и все такое, но это вообще ничего не меняет, ничего не портит. Да, вилла очень классная. Ну, в принципе, там можно просто поплавать, чуть-чуть расслабиться, покушать и находиться в таких комфортных условиях, как говорится, в золотой клетке. Неужели мол в Бали? Сейчас мы находимся что-то около Денпасара. Наверное. В общем, мы находимся в заведении, где можно выбирать все, что хочешь. У тебя есть буфет, как бы шведский стол, но и можно заказывать мясо к столу. Ты выбираешь, какой левел ты хочешь себе. Там special, adult, и в эти разные левелы входит разная еда, разные сорты мяса. Но есть такое правило, нам только что сказали, что если мы за 1,5 часа все не съедим, все, что заказали, то
мы будем платить за каждые 100 грамм 50 тысяч рупий. Но это не круто. Но мы продолжаем наши традиции. В каждой стране мы играем вот в такие игры детские. И сколько бы мне лет ни было, я точно знаю, что я буду всю жизнь играть в эти игры. Блин, это конечно интересно. Новый день, новые познания о Бали. И сегодня мы поедем в Густи с самого начала. Это Густи, и она нам провела опять тур. Куда поехать, что сделать. Очень красиво, очень качественно. I think that you will give us a really nice tour. Okay, yes. Мы приехали в Кута-Селатан. Это район. И как мы только заехали, сразу началась красота, какой-то лакшери, какой-то настоящий Бали, что ли. Наконец-то желтый песок. Желтый песок. И волны, смотри, не такие сильные. И волны не такие сильные. В общем, здесь есть два острова. Первый и второй остров. И сам пляж называется Nusa Dua. По-индонезийски язык база, Дуа это два. Так что получается пляж между двумя островами. Супер! Чё, как тебе водичка? Холодная. Но кайфовая, да. Кута-Селатан и Санур находится в нижней части Бали, где находятся самые лучшие пляжи и более дорогие лакшери-отели. В итоге посмотрели только на маленькие плюшки. Самый кайф сюда приходить это в 10 утра. Ну или там может чуть пораньше, в 9. И наблюдать огромные высочайшие волны. Это все тот же Nusa Dua пляж, только более развитый. Здесь меньше кафешек, ресторанов, но больше лежаков. А это все территория отеля Grand Hyatt. Ну, если кто-то захочет там в отеле остаться на недельку, на Бали, и потом почилить жестко, то кажется, это самое то место. Пойдем поплаваем? Покупались мы в прекрасном бассейне чужого отеля, и это классно. Мы, в общем, только ногой вступили на пляж, и мужик подходит, говорит, просто протягивает жилетки, говорит, иди катайся. И что-то мы даже не думая согласились. И сейчас пойдем на байдарках кататься. Закупились традиционной одеждой, познакомились с ребятами и поехали дальше. Сейчас на Миласти Бич, это выглядит по-настоящему как рай, это нереально круто. В общем, в принципе, пляж у них такой же, как и на Пандава Бич. Получается, все такое рифленое, каменистое и негде поплавать. Но это место, это просто... Это, короче, Beach Club называется. Ну, видно, это рай, просто это рай. Дорогой рай, но очень красивый. Пути на один из самых известных пляжей на Бали мы зашли в пару магазинчиков. И вообще, в принципе, оглянулись, посмотрели на район. Это классный, красивый, современный район. Довольно фешенебельный и дорогой. Это легендарный Паданг-Паданг. Все о нем говорят. Кучу слухов, всякого такого. Ну что это такое? Опять плавать нельзя, опять какие-то заросли, все камни, мох, там все такое. Больше похоже на рисовое поле какое-то, залитое водой, чем на пляж. Кстати, мнение свое о Паданг-Паданге поменял буквально через 10 минут, потому что пляж, честно говоря, супер красивый. Это рай. Ну вот, это просто рай. Красота. И плавать там тоже кайфово. Кстати, если вы будете в этом районе, прямо рядом с пляжем находится бейкери. Это называется бейкери. Там ужасно вкусно.
Это Кута-Бич, недалеко от того места, где мы снимаем квартиру. Ну, прям видно туристическое место. Не дают тебе проходу, все что-то предлагают, много серферов. Ну, там вообще какой-то детский садик. Все предлагают. Это, короче, Кута-Бич, в принципе, классное место, но оно прям чисто для туристов, для разводил. Постоянно тебе что-то предлагают, постоянно серфинг, еще что-то попить. Но при этом нет такого мелководья, как других пляжей, а ты сразу заходишь и погружаешься, ну, не на дно, на метр, как минимум. И это классно. В общем, Баланган-Бич. В основном он заполнен только серферами и людьми, которые просто лежат на лежаках. А те, кто купаются, они прям сильно в подавляющем меньшинстве. Ну, в общем, пляж Баланган не для купания. Прям он красивый, можно пофототься, можно полежать, позагорать, но не плавать. Фу. Если по ноге так жестко дал, как будто я с тайцем стою раз на раз. Лоу-кик закинул и все. Blue Point покорил меня в самое сердце. Это потрясающий пляж, настолько естественный и дикий, это очень красиво. Во-первых, когда ты проходишь к нему через эти маленькие улочки, через какие-то трущобы, через очень узкие лестницы и повсюду какие-то магазины, ресторанчики, это прям очень классно. Такой необычный опыт. Но самый кайф — это когда вы проходите через пещеры и находите для себя настоящий рай. Как будто из рекламы Баунти. Все натуральное и все естественное, ужасно красивое. Да даже словами не описать. Да даже картинка не покажет. Все, что можно, это самим поехать туда и посмотреть. Это нереально круто. В общем, собираемся мы уходить уже, и тут натыкаемся на еще одну пещеру. Залезаем туда, она прям совсем крохотная, нужно нагинаться, чтобы пройти. Выходим, и тут... И перед большим путешествием на дикую часть Бали Гуся нас пригласила на ужин. Кстати, этот напиток из маракуйи мой самый любимый на Бали. Самый вкусный, самый потрясающий. Также я взял у нее небольшое интервью о том, как вести бизнес, как покупать недвижимость, как строить свое жилье. В общем, все такие вопросы. Также она дала совет для будущих туристов Бали. Первое – это уважайте индонезийцев. Если вы будете их уважать, они будут уважать вас вдвойне, втройне больше. Ну и также второе – не бойтесь ничего, чувствуйте себя как дома. Чувствуйте, как будто вы никуда и не уезжали, что вы находитесь как будто в своей семье. Но, конечно же, соблюдайте какие-то лимиты. Например, когда вы ходите в храмы, когда вы с кем-то общаетесь. You must be, oh yeah, I can do this like I'm in our own country, but of course, you must respect the culture, respect the temple, because some people they don't. Yeah. Это был первый выпуск о Бали. Я показал жизнь на Бали и обстановку, как она есть на самом деле, без украсок. Надеюсь, вам понравится. Я стараюсь сделать контент постоянно лучше, так что подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии, будет очень приятно. Прям сильно приятно будет, честно. Кстати, дальше мы отправляемся в более дикую часть Бали, более естественную, где совсем чуть-чуть побывал человек. И она более опасная, более странная и непонятная. Так что ехала.